Мужчины, обратите внимание сейчас, потому что то, что я скажу, может полностью изменить то, как вы взаимодействуете с женщинами. Название ясно. Сделай это, когда женщина улыбнется и посмотрит на тебя, разбуди женский интерес. Прежде всего, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим с вашим другом, который постоянно делает глупости в отношениях. Если вы не можете даже кликнуть, вы останетесь на месте, жалуясь на отказы или будучи сделанным дураком. Хватит попадать на бесполезные тактики или на общие разговоры, которые ни к чему не приводят. Сегодня я покажу вам, как действовать умно и уверенно, когда женщина показывает интерес через улыбку и взгляд. Если вы устали быть игнорируемым, чувствовать себя потерянным или вкладываться в стратегии, которые не работают, оставайтесь со мной до конца. Каждый подраздел, который я рассмотрю, даст вам ценные и практичные советы, чтобы разбудить женский интерес искренне и эффективно. Не ждите волшебных решений или пустых обещаний. То, чему я научу, основано на реальных наблюдениях и поведении, которое действительно работает. Итак, если вы хотите перестать быть тем парнем, которого женщины не воспринимают всерьез, и стать мужчиной, которого они желают, внимательно следите за каждым пунктом, который я представлю. Поехали, потому что время меняться сейчас, и если вы продолжите делать то, что всегда делали, ничего не изменится. Итак, давайте начнем и не забудьте. Лайк, подписка и поделитесь, потому что много людей нуждаются в этом. Номер 1. Поддерживайте зрительный контакт с уверенностью, не отводя взгляда. Первый пункт. Мужчина. Если женщина улыбается и смотрит на вас, не отворачивайте взгляд, как будто вам скучно или неудобно. Это сигнал неуверенности и отсутствия интереса, и вы в итоге выглядите трусом. Поддерживайте зрительный контакт твердо и уверенно, но без пристального взгляда, как будто вы психопат. Уверенный взгляд демонстрирует, что вы присутствуете, внимательны и заинтересованы в том, что она говорит. Часто мужчины ошибаются, пытаясь быть слишком крутыми, и в итоге теряют фокус. Будьте прямыми и целенаправленными, смотрите ей в глаза, показывайте, что вам комфортно и что вы уважаете момент. Если вы постоянно отворачиваете взгляд, она заметит отсутствие уверенности, и интерес к вам мгновенно снизится. Кроме того, правильный зрительный контакт создает мгновенную связь, показывая, что вы цените ее присутствие и открыты для более глубоких взаимодействий. Не будьте тем парнем, который постоянно смотрит на телефон или отвлечен окружающей обстановкой. Если вы хотите, чтобы она почувствовала что-то особенное, начните со взгляда. Практикуйте поддержание зрительного контакта без преувеличений. Слишком интенсивный взгляд может напугать, тогда как слабый взгляд демонстрирует застенчивость. Найдите правильный баланс, чтобы она почувствовала, что вы искренне заинтересованы и присутствуете в данный момент. Помните, уверенность начинается с того, как вы себя представляете, а взгляд – это первая дверь к эмоциональной близости. Номер 2. Ответьте на ее улыбку искренней и теплой улыбкой. Когда женщина улыбается вам, это ваш шанс показать, что вы восприимчивы и открыты для взаимодействия. Не будьте тем парнем, который отвечает вынужденной или унылой улыбкой. Это только передает, что вы действительно не заинтересованы. Искренняя и теплая улыбка, с другой стороны, создает мгновенную связь и заставляет ее чувствовать себя ценимой. Часто мужчины ошибаются в этом моменте, отправляя улыбки, которые кажутся больше обязательством, чем настоящим выражением чувства. Будьте аутентичными, когда вы искренне улыбаетесь, это отражает вашу личность и создает дружелюбную и гостеприимную атмосферу. Это заставляет ее чувствовать себя более комфортно, продолжая взаимодействие, зная, что она общается с кем-то, кто действительно ее ценит и уважает. Кроме того, взаимность улыбки укрепляет эмоциональную связь, создавая прочную основу для будущих разговоров. Избегайте механических или безразличных улыбок, так как они создают впечатление незаинтересованности или даже превосходства. Вместо этого демонстрируйте эмпатию и человеческое тепло через свою улыбку, показывая, что вы рады видеть ее и взаимодействовать с ней. Это не только повышает ее доверие к вам, но и заставляет ее хотеть продолжать разговор и взаимодействие естественно и плавно. Поэтому, когда она улыбается, ответьте искренней и теплой улыбкой, и посмотрите, как это может открыть двери для большего и более искреннего интереса. Номер 3. Используйте язык тела, чтобы передать открытость и доступность. Язык тела – это мощный инструмент, который многие мужчины игнорируют или плохо используют. Если вы хотите, чтобы она почувствовала, что открыта для взаимодействия,
Важно, чтобы ваша осанка и жесты ясно это демонстрировали. Расслабленная поза с разведенными руками и слегка повернутыми к ней плечами показывает, что вы доступен и готовы к общению. Избегайте жестов, которые могут казаться закрытыми или оборонительными, таких как скрещивание рук или жесткое положение тела. Мужчины, которые не умеют использовать язык тела, в итоге передают сообщение о незаинтересованности или даже о высокомерии, мгновенно отталкивая женщин. Поддерживайте открытую и восприимчивую позу, демонстрируя, что вы комфортны и заинтересованы в разговоре. Маленькие жесты, такие как легкое наклонение в ее сторону, установление зрительного контакта и улыбка, укрепляют идею о том, что вы присутствуете и вовлечены в взаимодействие. Кроме того, такие тонкие жесты, как легкое прикосновение к плечу или руке, когда это уместно, могут усилить ощущение близости и связи. Однако крайне важно не переусердствовать, так как это может быть воспринято как навязчивое или неуважительное. Ключ – быть естественным и осознанным в своем языке тела, адаптируя его в зависимости от ситуации и ее реакций. Мужчины, которые овладели этим навыком, могут создать атмосферу, в которой женщина чувствует себя безопасно и комфортно для открытости, значительно повышая шансы пробудить более глубокий и искренний интерес. Номер 4. Начинайте разговор с легкого комментария или умного наблюдения. Если вы ожидаете, что женщина откроет вам рот, вы можете оказаться в состоянии фрустрации или не знать, что сказать. Секрет заключается в том, чтобы начать разговор легким и умным образом, показывая, что вы внимательны к окружающей обстановке и деталям вокруг вас. Избегайте поднимать тяжелые или спорные темы сразу. Вместо этого сделайте наблюдение о чем-то, что происходит вокруг вас, или о чем-то, что она упоминала ранее. Например, если вы находитесь в кафе, вы можете прокомментировать декор или фоновую музыку, что-то, что создаст общую почву для разговора. Умные комментарии и тонкие наблюдения показывают, что вы тот, кто обращает внимание и имеет интерес взаимодействовать значимо. Кроме того, начало разговора с чего-то легкого помогает разбить лед и уменьшить любую напряженность или нервозность, которая может существовать. Многие мужчины ошибаются в этом моменте, задавая общие вопросы или говоря только о себе, что может показаться неинтересным или эгоцентричным. Вместо этого демонстрируйте любопытство и вовлеченность тем, что вас окружает, создавая атмосферу, способствующую более естественному и плавному взаимодействию. Это не только облегчает начало разговора, но и устанавливает прочную основу для того, чтобы вы могли исследовать общие интересы и темы, тем самым увеличивая шансы на развитие более глубокой и значимой связи. Номер 5. Показывайте интерес с помощью искренних вопросов, но без давления. Фундаментально важно демонстрировать искренний интерес к ее жизни, задавая вопросы, которые действительно отражают эту любознательность, но без давления на нее, чтобы она делилась больше, чем ей комфортно. Часто мужчины совершают ошибку, задавая навязчивые или слишком личные вопросы сразу, что может заставить женщину чувствовать себя некомфортно или угрозу. Ключ заключается в нахождении баланса между проявлением интереса и уважением к ее пространству. Искренние вопросы о хобби, интересах, жизненном опыте или мечтах – отличные способы стимулировать значимые разговоры, не казаясь навязчивыми. Например, вместо того, чтобы спрашивать что-то общее, как «у тебя есть парень?», выберите что-то более вовлекающее, например, какое самое запоминающееся путешествие ты когда-либо совершала и почему. Это не только показывает, что вы заинтересованы узнать о ней больше, но и открывает пространство для того, чтобы она поделилась важными аспектами своей жизни. Кроме того, избегайте интеррогирования или монополизации разговора постоянными вопросами. Дайте пространство для того, чтобы она также задавала вопросы и делилась своими собственными историями. Это создает естественный поток диалога, где оба чувствуют себя комфортно, чтобы выражаться и связываться. Мужчины, которые умеют задавать искренние и уважительные вопросы, воспринимаются как более интересные и надежные, что значительно увеличивает шансы пробудить романтический интерес женщины. Номер 6. Избегайте общих комплиментов. Цените что-то уникальное, что вы заметили в ней. Если вы действительно хотите выделиться, забудьте о тех общих и пустых комплиментах, которые может сказать любой. Женщины устали слышать одни и те же фразы, такие как «ты красивая» или «мне понравился твой образ», которые не передают ничего нового или истинного. То, что они действительно ценят, это когда вы замечаете что-то уникальное в них и выделяете это искренне. Например, если она упомянула, что любит читать, вы можете сказать что-то вроде «восхищаюсь тем, как ты всегда находишь время для чтения», это показывает твою дисциплину и страсть к обучению.
Или если она проявила интерес к искусству, конкретный комплимент вроде «твой вкус к искусству невероятен» показывает, что у тебя уникальное и креативное видение идет намного дальше, чем простой «ты красивая». Ценить что-то уникальное, что вы заметили в ней, демонстрирует, что вы действительно ее наблюдаете и заботитесь о деталях, делая вас более запоминающимся и особенным в ее глазах. Кроме того, это создает более глубокую связь, так как она чувствует, что вы внимательны к характеристикам, которые делают ее отличной и особенной. Избегайте ловушки, кажущейся поверхностностью или безразличием, сосредотачиваясь всегда на аспектах, которые действительно выделяют ее личность и качество. Мужчины, которые умеют это делать, воспринимаются как более умные, внимательные и чуткие, что значительно увеличивает шансы пробудить более искренний и долгосрочный интерес со стороны женщины. Номер 7. Демонстрируйте спокойствие и уверенность при ведении взаимодействия. Уверенность – одна из самых привлекательных черт для женщин, но многие мужчины не знают, как адекватно ее демонстрировать. Если вы с женщиной, которая улыбается и смотрит на вас, крайне важно вести взаимодействие спокойно и уверенно, не выглядя отчаявшимся или неуверенным. Это означает поддерживать прямую осанку, говорить ясно и спокойно, избегая жестов, демонстрирующих нервозность, таких как жестикуляция руками или избегание зрительного контакта. Мужчины, демонстрирующие спокойствие, передают сообщение о том, что они контролируют ситуацию и являются надежными, что заставляет женщину чувствовать себя безопасно и комфортно в вашем присутствии. Избегайте говорить слишком быстро или агрессивным тоном, так как это может напугать или сделать ее некомфортной. Вместо этого поддерживайте умеренный ритм разговора и спокойный голос, показывая, что вы расслаблены и открыты к взаимодействию. Кроме того, уверенность не означает быть высокомерным или доминирующим, а значит быть самоуверенным и уважительным. Мужчины, которые умеют балансировать между спокойствием и уверенностью, создают атмосферу, в которой женщина чувствует себя комфортно для открытости и более глубокого соединения. Поэтому практикуйте самоуверенность, глубоко дышите и сохраняйте спокойствие, так как это важно для пробуждения женского интереса и создания значимой связи. Номер 8. Используйте юмор естественно, чтобы разрядить обстановку и расслабить атмосферу. Юмор – мощный инструмент для создания связи и сделать взаимодействие более легким и приятным, но его нужно использовать умно и уместно. Избегайте оскорбительных, неподходящих или тех шуток, которые могут каким-либо образом неуважительно относиться к женщине. Цель – разбить лед, снять напряжение и создать атмосферу, в которой оба чувствуют себя комфортно и открыто для общения. Используйте естественный юмор, связанный с контекстом разговора или с чем-то, что вы делите в данный момент. Например, если вы говорите о чем-то, что произошло на ее работе, вы можете сделать забавное замечание по поводу ситуации, если оно будет уважительным и уместным. Мужчины, которые умеют заставить женщину смеяться естественно и спонтанно, воспринимаются как более привлекательные и приятные, так как демонстрируют, что у них веселая личность и что они умеют делать общение приятным. Кроме того, умный юмор может помочь построить более сильную эмоциональную связь, создавая положительные воспоминания, связанные с вашим присутствием. Однако будьте осторожны, чтобы не переусердствовать или не пытаться насильно вставить шутки, которые не имеют смысла в контексте. Юмор должен быть естественным продолжением вашей личности и разговора, а не чем-то искусственным или манипулятивным. Когда юмор используется правильно, это отличный способ сделать взаимодействие более динамичным, веселым и запоминающимся, значительно увеличивая шансы пробудить женский интерес и создать более глубокую и значимую связь. Номер 9. Не переусердствуйте с интересом сразу, сохраняйте ореол тайны. Естественно, хотеть показать интерес, когда женщина демонстрирует привязанность, но переусердствовать может быть так же вредно, как и не проявлять интерес вовсе. Если вы появляетесь как отчаявшийся, желая быть замеченным любой ценой, она может почувствовать давление и дискомфорт. Ключ здесь – поддерживать баланс между проявлением интереса и сохранением некоторого ореола тайны, который пробуждает ее любопытство. Не отправляйте постоянные сообщения и не вторгайтесь в ее пространство, но также не будьте настолько отстраненными, что она потеряет интерес. Мужчины, которые умеют находить этот баланс, воспринимаются как более привлекательные, так как передают уверенность и контроль над ситуацией. Немного тайны заставляет женщину хотеть узнать о вас больше, создавая здоровое напряжение, которое может привести к более глубокому интересу. Например, если вы общаетесь и она приглашает вас на свидание, ответьте положительно, но без излишеств. Конечно, давай договоримся. У меня есть несколько интересных идей, что мы можем сделать.
Это показывает, что вы заинтересованы, но у вас также есть что-то уникальное, что вы можете предложить. Кроме того, избегайте раскрывать все о себе сразу. Оставьте пространство для того, чтобы она могла узнать больше о вашей личности, интересах и опыте со временем. Этот постепенный процесс раскрытия делает взаимодействие интересным и заставляет ее хотеть продолжать исследовать связь с вами. Поэтому будьте внимательны к уровню ее интереса и, соответственно, корректируйте свой подход, всегда сохраняя ореол тайны, который стимулирует любопытство и желание узнать вас лучше. Номер 10. Читайте ее невербальные сигналы и корректируйте свой подход по мере необходимости. Невербальная коммуникация – одна из самых мощных форм понимания того, что женщина на самом деле чувствует и думает во время взаимодействия. Если вы пытаетесь завоевать кого-то, крайне важно уметь читать ее невербальные сигналы, чтобы корректировать свой подход соответствующим образом. Обратите внимание на ее язык тела. Если она наклоняется в вашу сторону, часто устанавливает зрительный контакт и улыбается, это указывает на интерес и готовность к более глубокому соединению. С другой стороны, если она отстраняется, скрещивает руки или избегает зрительного контакта, это может быть признаком дискомфорта или отсутствия интереса. Мужчины, игнорирующие эти сигналы, вынуждены заниматься взаимодействием, которое никуда не ведет, в то время как те, кто умеет интерпретировать и реагировать надлежащим образом, могут создать более гармоничную и привлекательную атмосферу. Кроме того, обратите внимание на микровыражения лица и тонкие жесты, такие как прикосновение к волосам, игра с предметами или поправка одежды, которые могут указывать на нервозность или интерес. Увидев эти сигналы, вы можете адаптировать свой подход. Если она восприимчива, продолжайте продвигаться постепенно. Если она колеблется, отступите и предложите пространство, демонстрируя уважение и внимание. Эта способность читать и реагировать на невербальные сигналы демонстрирует эмоциональную зрелость и уважение, качества, которые чрезвычайно привлекательны для женщин. Поэтому всегда будьте внимательны к ее жестам и поведению, корректируя свое взаимодействие, чтобы создать более глубокую и значимую связь, тем самым увеличивая шансы пробудить романтический интерес. Номер 11. Будьте аутентичными и избегайте пытаться впечатлить любой ценой. Аутентичность – одна из самых ценных качеств в человеческих взаимодействиях, особенно когда речь идет о романтических отношениях. Мужчины, которые пытаются произвести слишком сильное впечатление, используя ложь или преувеличивая свои качества, в итоге создают фасад, который неустойчив в долгосрочной перспективе. Женщины замечают, когда кто-то нечестен или пытается быть чем-то, чем он не является, и это может вызвать недоверие и отдаление. Вместо этого будьте собой. Показывайте свои истинные страсти, интересы и личность. Не бойтесь демонстрировать свои уязвимости, так как это создает более искреннюю и глубокую связь. Аутентичность передает уверенность и безопасность, качества, которые чрезвычайно привлекательны для женщин. Кроме того, быть аутентичным позволяет женщине узнать вас настоящим, создавая прочную основу для здоровых и долгосрочных отношений. Избегайте прибегать к выдуманным историям, лжи или преувеличениям, чтобы впечатлить ее. Вместо этого выделяйте свои истинные качества и способности честно и естественно. Это не только облегчает построение настоящей связи, но и предотвращает будущие проблемы, которые могут возникнуть, когда правда выходит наружу. Мужчины, которые являются аутентичными, воспринимаются как более надежные, интересные и привлекательные, так как демонстрируют сильное чувство идентичности и не зависят от масок, чтобы быть принятыми. Итак, перестаньте пытаться быть кем-то, кем вы не являетесь, и начните ценить свою истинную сущность. Это сделает вас позитивно выделяющимся и пробудит в ней искренний интерес, создавая более глубокую и значимую связь. Номер 12. Завершайте взаимодействие жестом или фразой, которая заставит ее вспомнить вас. То, как вы завершаете взаимодействие, так же важно, как и то, как вы его начали. Часто мужчины заканчивают разговор без надлежащего завершения, что может заставить женщину чувствовать себя равнодушной или незаинтересованной. Чтобы оставить позитивное и длительное впечатление, крайне важно завершить взаимодействие значимым образом. Это может быть простой жест, как легкое объятие, крепкое рукопожатие или теплая улыбка, сопровождающаяся фразой, которая показывает, что вы ценили время, проведенное вместе. Например, вы можете сказать что-то вроде «Мне понравилось общаться с тобой сегодня. Надеюсь, мы сможем повторить это в ближайшее время» или «Было здорово узнать тебя лучше, желаю тебе отличной ночи». Эти фразы не только заканчивают взаимодействие позитивно, но и оставляют дверь открытой для будущих встреч и разговоров.
Кроме того, демонстрация благодарности и признательности за ее время укрепляет эмоциональную связь, которую вы создали во время разговора. Избегайте завершать разговор чем-то общим или безэмоциональным, как «до свидания» или «пока», так как это не укрепляет связь, которую вы развили. Вместо этого выбирайте слова, которые передают искренность и истинный интерес. Кроме того, небольшой жест ласки, как предложение объятия или искренняя улыбка, может заставить ее помнить о вас позитивно и почувствовать желание встретиться снова. Мужчины, которые умеют завершать взаимодействие запоминающимся образом, воспринимаются как более уверенные, уважительные и привлекательные, что значительно увеличивает шансы пробудить более глубокий и долгосрочный романтический интерес. Поэтому, перед тем, как завершить любой разговор, подумайте, как вы можете оставить позитивное впечатление, которое заставит ее захотеть вас вспомнить и, возможно, искать новые моменты вместе. Это вишенка на торте, чтобы превратить обычное взаимодействие в запоминающуюся и значимую встречу. Мы подошли к концу этих ключевых пунктов для пробуждения женского интереса эффективно и аутентично. Если вы внимательно следовали каждому подразделу, вы поняли, что ключ к успеху заключается в уверенности, внимательности к деталям, уважении и аутентичности в ваших взаимодействиях. Мы узнали, что поддержание зрительного контакта, ответ с искренними улыбками, правильное использование языка тела, начало умных разговоров, задавание искренних вопросов, ценение чего-то уникального в ней, демонстрация спокойствия и уверенности, использование юмора естественно, сохранение ореола тайны, чтение невербальных сигналов. Быть аутентичным и завершение взаимодействия запоминающимся образом – это фундаментальные шаги для создания истинной и глубокой связи. Эти элементы не только увеличивают интимность, но и устанавливают прочную основу для здоровых и долгосрочных отношений. Поэтому, если вы хотите перестать быть игнорируемым, отвергнутым или вкладываться в стратегии, которые не работают, начните применять эти советы прямо сейчас. Помните, что аутентичность и уважение неотразимы, и небольшие изменения в том, как вы общаетесь, могут иметь огромное влияние на то, как она вас воспринимает. Итак, оставьте старые бесполезные тактики, примите эти эффективные практики и посмотрите, как ваша любовная жизнь может положительно измениться. Теперь не упустите эту возможность. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и поделитесь им с друзьями, которые нуждаются в том, чтобы услышать эти истины. Пора вам стать тем мужчиной, которого они действительно желают, сообщениями, которые делают всю разницу. Успехов вам!